Всем привет, мои дорогие девочки и мальчики! Спасибо, что вы со мной и смотрите это видео. И сегодня мы с вами поговорим о бюджетных клонах люксовых парфюмов. И как сказала одна моя прекрасная подписчица, что грамотный парфманьяк – это тот человек, который старается найти лучшее за более бюджетную цену, чтобы хватило денег на как можно большее количество флакончиков. И действительно, в этом есть рациональное зерно. Хотя, конечно же, иногда парфманьяков не остановит никакая цена, если им нужен вожделенный флакончик. Ну а мы начинаем. Один из популярнейших восточно-сладких таких гурманских парфюмов последнего времени – это аромат Фехё от Zadig & Volta. Аромат сладкий, но при этом не приторно-удушающий, очень женственный такой, уютный, прекрасный. Здесь есть и сливочность, и нежность таких уходовых средств. И на старте я слышу немного свежих зеленых нот. В данном парфюме очень красивая нота жареного каштана. Она дает аромату такую ореховость, нежность, сливочность, глубину. Очень красивое звучание. В его верхних нотах розовый перец, жасмин и цветок розового дерева. В средних нотах взбитые сливки, ваниль, каштан. И в базе сандал и кашемировое дерево. Я не могу сказать, что это какой-то заоблачно дорогой аромат. В принципе, ценовая категория такого среднего люкса. Но, конечно же, я не могу назвать аромат и бюджетным. Цена его за 100 мл в районе 120 евро. Но на скидках я знаю, что можно купить и за 80 евро. Но, конечно же, это и не бюджет. И как это очень часто бывает, в арабской парфюмерии мы можем найти очень достойную замену по более бюджетной цене. И это аромат Divani Beirut от French Avenue. Аромат действительно очень и очень похож, и на некоторой коже просто неотличим. При этом цена здесь гораздо более приятная. За те же 100 мл вы отдадите в районе 30-35 евро. Лично на мой вкус я ощущаю здесь все-таки небольшие отличия, но, возможно, это всего лишь химия моей кожи, так как я знаю, что по некоторым отзывам аромат прямо-таки стопроцентная копия. Я же слышу здесь отличие в том, что да, он очень похож, но он чуточку менее сладкий. Точнее, даже сладость здесь, конечно же, есть, но она здесь более приглушенная, более такая спокойная. И, если честно, мне нравится этот вариант даже больше. Для повседневной носки мне он кажется более универсальным. Сам же аромат такой же обволакивающий, женский, притягательный, нежный, уютный. Действительно хорошая, достойная замена, хороший бюджетный аналог. В его верхних нотах ландыш, персик и розовый перец. В средних нотах здесь жасмин и кедр, в базе сандал, бензоин и мускус. В 2023 году парфюм де Марли выпустил один из своих бестселлеров, парфюм Альтаир, и он действительно стал очень популярным. Я знаю, что у него просто миллионы поклонников, и не зря данный парфюм вошел в список самых популярных ароматов прошлого года. Сам бренд позиционирует данный парфюм как мужской, но тут я немножко не соглашусь, и я знаю, что некоторые женщины также не согласны с мнением бренда и относят этот аромат также и к женским. То есть я могу сказать, что это отличный унисекс-аромат. Здесь прекраснейшая, пряная, такая красивая, гурманская корица. Она в окружении сладких нот. Есть чуть древесности, чуть такого бальзамического направления, что мне очень нравится. И все это великолепие как бы оттеняется и играет еще нотами, свежими нотами бергамота и цветка апельсина. Очень красивый, бесподобный аромат, шлейфовый, прекрасный, дорого, богато звучащий, прекрасная гурманика. В его верхних нотах корица, кардамон, цветок апельсина и бергамот. В средних нотах ваниль и элеми. В базе же мускус, амброксан, гвояк, пралине, бобы тонка и миндаль. Ну и цена, конечно же, у парфюм де Марли, как всегда, далеко не бюджетная. Альтаир стоит в районе 275-280 евро за 125 мл.
И опять бренд French Avenue дарит нам отличную бюджетную копию этого парфюма. И это аромат Liquid Brown. И его 100 мл обойдутся вам примерно 45-50 евро. Пирамида здесь практически идентична, как и его звучание. Мне кажется, некоторые просто даже не смогут их отличить. Аромат прекрасный, восточно-гурманский, очень чарующий, притягательный, сладкий. Действительно выше всяких похвал. И здесь то же самое сочетание корицы, сладости и чуть свежести от бергамота и цветка апельсина. В его верхних нотах корица, цветок апельсина, кардамон и бергамот, в средних нотах ваниль и элеми, и в базе пралине, гвояк, мускус и амброксан. Как вы видите, пирамида действительно практически идентична, и ароматы на самом деле очень похожи. Один из хитов последних лет это, конечно же, аромат «Плохая девочка становится плохой» от Kilian. Он уже многие годы на пике популярности. И что мне в нем нравится, это именно его игра и смена нот, смена настроения. Когда-то я уже о нем рассказывала. Вначале он действительно такой нежный, спокойный. Это действительно хорошая девочка. Тогда как со временем девочка здесь действительно становится плохой, такой дерзкой, самоуверенной, сексуальной, яркой. И как будто бы это уже совсем другое звучание. Аромат очень интересный, и не зря он так популярен. И по мере своего раскрытия аромат становится таким страстным, очень глубоким, интересным. В верхних нотах османтус, персик, нероли, бергамот, мандарин и корица. В средних же нотах тубероза, роза, жасмин, нарцисс. В базе сандал, амбра, кедр, ветивер и пачули. Конечно же, ароматы Kilian также не бюджетны. За 100 мл вы должны будете отдать в районе 400 евро. И сегодня я вам могу показать сразу два его бюджетных аналога. Это топлес от Байбоза. В этом случае я не могу сказать, что это точная копия и действительно бюджет. Я знаю, что некоторые называют данный аромат точной копией. Тут я немножко не соглашусь. Все-таки есть отличия. И бюджетным его можно назвать, конечно же, если сравнивать его с Kilian. 75 мл здесь стоит 150, 160, 170 евро, что, конечно же, не 400 евро и гораздо приятнее по цене. Ароматы действительно очень похожи, их многие называют клонами, но лично для меня здесь отличие в том, что Kilian, он все-таки такой более белоцветный аромат, в то время как в данном парфюме, да, белоцветность она тоже есть, но лидирующую позицию, по моему восприятию, здесь занимает роза. В верхних нотах османтус, жасмин и роза, в средних нотах тубероза, молоко и нарцисс, в базе амбра и белый кедр. А вот парфюм Kismet от Maison Alhambra сразу же с первого взгляда, не стесняясь, заявляет нам, чья это копия. И действительно, здесь уже попадание практически полное. Цена более чем бюджетная. За 100 мл вы отдадите в районе 35-40 евро. Разница, я бы здесь сказала, только в начальном восприятии этого аромата. Если аромат от Kilian, он вначале звучит более нежно, действительно, это хорошая девочка, то аромат от Maison Alhambra, он звучит точно так же, но без вот этих первых начальных, более нежных нот. Это сразу такая плохая девочка, сразу напор, сексуальность, страсть, интрига, женственность. То есть, если для вас не так важны вот эти первые ноты, это первое раскрытие аромата, и вам сразу хочется перейти ко второй части, именно к плохой девочке, то здесь это практически полная копия. В его верхних нотах абрикос, роза и жасмин, в средних нотах тубероза и нарцисс, и в базе амбра и кедр. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо, что вы были со мной и смотрели это видео. Спасибо за ваши лайки, ваши комментарии, а также за вашу подписку. Я все это очень ценю и очень вам благодарна. Ну а я желаю вам хорошего дня и прекрасного вечера. И не забывайте, что вы прекрасны и вы уникальны. Всем пока-пока!